Всех приветствую, меня зовут Елена Гундорчин, я краниосакральный терапевт, автор метода 5D регенерация, это остеопатическая самокоррекция. И в рамках курса восстановления легких и грудной клетки я сегодня для всех решила провести открытый урок. Это действительно важнейшая, ценнейшая информация, я считаю, должна быть просто доступна каждому человеку, каждому разумному человеку, потому что от сегодняшней информации, от того, прослушаете вы этот урок внимательно или нет, возможно, будет во многом зависеть дальнейшая ваша судьба, потому что сегодняшняя информация – это основополагающая информация о здоровье. Мы в основном аудитория этого курса, к сожалению, женщины, хотя в равной степени и мужчины должны знать эту информацию, потому что касается всех. Несмотря на то, что многие женщины пришли на этот курс для того, чтобы поправить форму своей груди, улучшить ее плотность, подтянуть ее и так далее, потому что я много об этом говорю. Но на самом деле форма и объем нашей груди в основном зависит от объема наших легких. И именно легкие формируют нашу фигуру, именно под легкие подстраивается тело, именно под легкие формируется все остальное, потому что дыхание – это основа. Я надеюсь, все с этим согласны. Я вас очень прошу внимательно все себе записывать для тех, кому это непосредственно важно, потому что будет многие аспекты мною подсвечены. И далее мы, конечно, перейдем все к практике, и весь месяц будем заниматься исключительно практическими уроками, практической основы. Это единственная лекция теоретическая в рамках этого курса. Поскольку, если человек не понимает, зачем ему делать эти упражнения или как ему их правильно делать, исходя из анатомических знаний, то делать он будет это либо неправильно, либо, скажем так, не вовлекаясь в процесс. Только глубоко поняв вот эту всю ценность и важность, вы настолько проникнетесь, у вас такое будет глубочайшее уважение к этим знаниям, что не нужно будет себя вообще никак мотивировать, вы бежать будете делать эти упражнения, потому что ваши пазлы все сложатся. И если до сегодняшнего дня вы лечили сердце у кардиолога, желудочно-кишечный тракт у гастроэнтеролога, легкие у пульмонолога, то, о чудо, после сегодняшней лекции вы задумайтесь, а что вы вообще делаете? Ведь организм – это единое целое, и механизмы, по сути, одни и те же, дисфункции тех или иных органов. Я постараюсь сегодняшнюю очень интересную, очень важную анатомическую лекцию дать максимально просто и интересно, но все же без этой части никак. Поэтому предлагаю начинать. Итак, я приготовила для вас небольшую, но очень интересную презентацию. И начнем мы просто с архитектурных форм, чтобы понять, что такое норма, что такое здоровая норма, да, там осанки, позвоночника, грудной клетки, груди, и что такое не норма. Если совсем вот так вот сначала, да, чтобы было понятно, почему мы будем много говорить о легких и о том, какие взаимосвязи, я хочу, чтобы вы понимали, что телом управляет внутреннее, то есть внешними формами управляет внутреннее. Это незыблемые правила. А внутри мы с вами состоим в основном из соединительной ткани. И так же, как легкие, как сердце, все остальные органы обволакивает Ее Величество фасция. Именно фасция управляет их функциями, если мы берем, значит, биомеханику. Чуть позже все сложится, просто хочется, чтобы вы понимали, да, что соединительная ткань – это связки, соединительная ткань – это оболочки, и поскольку они едины и связаны между собой в теле, то непосредственно влияя на расслабление фасции, вот, например, в одном месте, вот здесь мы работаем там с куполом грудной, значит,
Господи, с грудным куполом легкого, а расслабляются все внутренние структуры. Очень хочется ничего не забыть, поэтому я немножко, возможно, более собрана и дисциплинирована, чем вы привыкли меня видеть. Поэтому я не буду ни на что отвлекаться, в самом конце я отвечу на ваши вопросы, хорошо? И сейчас, что же такое норма? Значит, первое, мы на курсе обязательно делаем с вами всего лишь 3 фотографии на этом курсе, то есть это вид спереди, вид со спины и в профиль. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы сразу же считать, если у нас асимметрия, например, в плечах, в ключицах, в тазобедренных суставах, это сразу видно. Сразу видно, если некая асимметрия в молочных железах, да, если вы женщина, вы сразу видите, что у вас одна грудь немножко больше или сильно больше, а другая, возможно, сильно меньше. И это будет говорить о том, что одна грудь по какой-то причине, да, сейчас разберемся по какой, недополучает питание. И после этого курса вы увидите, что асимметрии будут выравниваться. И мы не будем сейчас говорить о том, что вот официальная медицина говорит, что только оперативными вмешательствами мы можем выровнять грудную клетку. Они до сих пор так говорят. Но вы сами на своем теле убедитесь, что это не так. Потому что все то, что называется сколиозами, да, в основном в области грудной клетки, различными деформациями грудной клетки, воронками на грудной клетке, есть не что иное, как напряжение той самой фасции, той самой оболочки легкого. И чуть позже, когда вы посмотрите соответствующие картинки, вы в этом убедитесь. Итак, если ваша шея постоянно болит, если у вас шейный гиперлордоз, большой долей вероятности можно сказать, что есть проблема с напряжением легких. Почему? Потому что легкие наши крепятся фасциями, крепятся связками к 7-му шейному позвонку и частично захватывают шейный. По сути, вы можете себе представить это как некий мешок, да, можно сказать, 2 мешка, да, больших, объемных. Вот. И если, например, после ковида или какого-то воспаления, или после гриппа, неважно, как это называлось, там, трахеит, бронхит, любое какое-то недомогание, которое, значит, сопровождалось кашлем, все равно это все вовлекает плевру, то есть оболочку легкого. И, соответственно, после таких воспалительных процессов оболочки легких фиксируются. В некоторых моментах происходит, в некоторых местах происходит спаечный процесс, в некоторых местах происходит фиброзирование. Не обязательно у 100% переболевших, но очень-очень часто. Почему это происходит? Сейчас более подробно я вам расскажу, только закончу уже с этой формой, чтобы вам было понятно. Итак, когда у нас сжатые легкие, у нас что происходит? У нас сжимается объем грудной клетки, он становится меньше. Соответственно, грудь, она же пирамидка такая, тканевая, внутри у нас, да, такое железистое тело, то есть мы можем все пропальпировать, в идеале грудь не должна болеть нигде, ни в каком месте, ни перед месячными, ни во время, ни после, никогда она не должна болеть. То есть если есть уже боли или фиброзные изменения, задумайтесь о том, что это нехорошо. Это не здорово, это ненормально. Это означает, что у вас нарушено кровообращение, как минимум, ваших молочных желез. Так вот, двигаемся дальше. То есть, если есть стянутость грудной клетки, если вы видите, что такое ощущение, вот вы смотрите в зеркало, такое ощущение, что грудная клетка у вас запала, вот, то, естественно, ваша молочная железа, она не имеет больше того периметра, на который могла бы быть натянута, соответственно, будет уходить вниз, она будет собираться, форма будет, ну, скажем так, деформироваться. То есть та красивая пирамидка, высокое положение груди, которое должно бы было быть, оно, к сожалению, видоизменяется вслед за сжатием легкого. И вот это самое страшное, потому что одно дело эстетика, да, от эстетики мы зависим, конечно, но не в той мере, как мы зависим от здоровья, потому что если сжалось ваше легкое, ваше дело не очень хорошо, да. Сейчас мы рассмотрим, что конкретно будет с вами происходить, но
последующий момент вы должны запомнить. Если у вас сжаты легкие, значит живот компенсаторно будет вывален. И дышать вы в основном начнете животом. И такие животы, они, к сожалению, ничем не убираются, никакими упражнениями, никакими похудениями. Все, что вы можете делать, только еще больше усугублять свою ситуацию. Потому что если вы возьмете свой объемный живот выпирающий и начнете утягивать поясами, корсетами, утягивающим бельем, что будет происходить, дорогие женщины? Я сейчас обращаюсь в основном к вам, потому что большую часть жизни я, скажем так, до 25, где-то до 27 я сейчас с вами поговорю, да, с глазу на глаз, чтобы вы больше такого не делали, если вы такие же ошибки совершаете. Значит, поскольку, да, в нашем обществе считается, что какой-то вываливающийся животик – это какая-то прям патология, некрасиво, нужно с этим срочно что-то делать, то есть женщина начинает утягиваться, втягивать живот и пытаться как-то с этим жить, да, поскольку здесь грудь запала, она берет, значит, надевает бюстгальтер push-up, чтобы как-то скомпенсировать втянутую грудь, правильно? То есть живот она затянула тугими джинсами, например, а грудь, она, симуляция такая происходит за счет какого-то такого объемного лифа, не мне вам рассказывать, да, что вроде как форма нормальная и в обществе поддерживается такая форма. Что в этот момент происходит с вашим телом? Я вам объясняю. Первое, что происходит, вы еще больше зажимаете свою дыхательную диафрагму. Значит, купол диафрагмы у вас просто застывает в этом напряжении, и все то, за что отвечает диафрагма, начинает тут же страдать. Первое, начинает страдать венозный отток. Естественно, и половина, и аорта проходит через отверстие в диафрагме. Чем жестче ваша диафрагма, чем более напряженная она, чем больше стресса в вашей жизни, чем больше вы болели, чем больше вы затягивали свой живот, тем хуже. Потому что диафрагма просто застывшая. И вместо того, чтобы вы могли спокойно дышать, и диафрагма со вдохом и выдохом совершала экскурсию плюс-минус 4 сантиметра вверх и вниз, тем самым стимулируя желудочно-кишечный тракт, тем самым стимулируя желчеотток, пищеварение, все абсолютно процессы внутренних органов зависят от вашей диафрагмы, а диафрагма зависит от ваших легких. Поэтому легкие главные. Понятно? Понятно. Двигаемся дальше. Предположим, вы затянули свой живот, которым вы дышите, вы как-то хотя бы дышали этим животом. Сейчас вы его затянули, чтобы как-то казаться стройнее. Значит, все внутрибрюшное давление, то есть это около 20 килограмм веса, начинает с усилием продавливать ваши мышцы тазового дна. И у вас начинается недержание, да, то есть стрессовое мочеиспускание, якобы стрессовое. Какое оно стрессовое? Оно биомеханическое, то есть давит на это все, опущение внутренних органов, потому что по-другому ваше тело не смогло никак компенсировать то, что вы сами по большему счету собой сделали за счет моды и еще чего-то, да, каких-то своих внутренних комплексов и непонимания, незнания анатомии. Сейчас мы от живота снова возвращаемся к легким. Итак, мы осознали, что легкие главные. Мы уже это поняли и, может быть, даже отчасти смирились слушать про это не самую занудную лекцию. Сейчас мы посмотрим с вами на то, что происходит, когда вы сжимаетесь, да, в грудной клетке, когда вы сутуливаетесь. То есть тело, оно должно дышать, оно не может по-другому, иначе оно не выживет. Значит, будут включаться компенсаторные механизмы. Как мы уже поняли, будет постоянно вывален живот, это будет провоцировать диастаз и различные другие неприятности, такие как смещение внутренних органов, просто биомеханически они будут смещаться вперед и вниз, естественно.
естественно, за счет этой позы, за счет тех или иных спаечных процессов или фиброзирования легких, приклеивания легких к различным подлежащим тканям и органам, в том числе аорта, да, склеиваются фасция аорты с фасцией легких, в том числе к перикарду, то есть это сумка сердца, в том числе к ребрам, в том числе ребра будут тянуть позвоночник, то есть такое количество деформаций, которое вызывает напряжение легких, должно изучаться на самом высочайшем уровне. С этого должна начинаться вообще любая врачебная практика. Пациент должен заходить к доктору, доктор его должен раздевать и смотреть со всех сторон. Первое, что нам нужно понять, что происходит с человеком, как он дышит, какая форма его грудной клетки, какая часть более впуклая, более выпуклая. И уже по этому архитектурному рисунку тела доктор разумный, он уже понимает, что случилось с этим человеком, а не направлять его на МРТ, на исследование, еще куда-то, еще куда-то. Тут же очевидные вещи, что с ним происходит, понимаете? Поэтому, если мы пришли на этот курс за грудью красивой, вам придется раздышаться, вам придется убрать этот фиброз, эти склейки, этот спаечный процесс и разобраться с этой темой раз и навсегда. И, о чудо, нормально начнет дышать диафрагма, о чудо, нормально начнут работать внутренние органы. Не у всех, потому что на внутренние органы влияет еще спайки брюшной полости, с которой в этом курсе конкретно работать мы не будем, потому что он не бесконечный. И здесь локально, прицельно мы работаем конкретно с грудной клеткой, с легкими, с диафрагмой. И опосредованно, естественно, как только у нас раскрывается пространство грудной клетки, как только у нас расправляются плечи, вытягивается позвоночник, наполняются легкие, о чудо, наша грудь просто невероятно прекрасна. Значит, я не буду как бы лукавить, да, что меня интересовала конкретно эта тема еще и посредством своего личного интереса, потому что моя грудь, она была всегда очень скромной, небольшой по нынешним модным меркам. Вы сами прекрасно знаете, какое давление оказывается на женщину, и я дико против этого давления. Сейчас мне 43 года, я мать, да, и я очень по-другому смотрю на эти вещи. Но тогда, когда я была молодой девушкой, из каждого утюга, да, неслось то, что мы должны соответствовать, у нас должна быть большая грудь, а если у тебя маленькая грудь, то ты не привлекательна, не интересна и вообще никогда не выйдешь замуж, да? Что-то в этом роде я проживала на себе, на своей шкуре. И поэтому я прекрасно понимаю всех женщин, которые делают пластические операции. Но я вам хочу сказать, не делайте этого без крайней необходимости, потому что, к сожалению, все, кто сделали эту операцию, жалеют в основном и пишут мне о том, что невозможно избавиться от болей, невозможно, потому что пришивается имплант к фасции грудной мышцы, и, соответственно, будет постоянное пожизненное напряжение на грудной отдел. И эти женщины, они начинают сутуливаться, и у них уходит челюсть вниз, потому что это неизбежная биомеханика. И в ответ, возможно, на какой-то желаемый размер груди вы получите просто бесконечный как бы цепочку негативных событий, которые коснутся вашего лица, вашего здоровья и как бы вашего позвоночника, вашей нервной системы. Ну, то есть тут нужно очень-очень хорошо подумать. Сегодня я не об этом, просто если вдруг вы сейчас в том, знаете, временном промежутке делать операцию или не делать, может быть делать, а может быть не делать, не делайте, пройдите этот курс и посмотрите, как ваша грудь, возможно, поменяется в лучшую сторону, а вы даже не ожидали, потому что она у меня выросла прекрасной, красивой формы практически в 40 лет. То есть я откормила 2 детей, прошло после кормления второго ребенка около 10 лет, когда у меня, о чудо, начала вырисовываться и потом набирать объем и плотность моя грудь. То есть это мой личный жизненный опыт, потому что я начала работать не только с телом, как я до этого работала, начала работать с висцерой, да, со своей висцеральной системой, с легкими, с кровообращением, то есть на очень глубоком уровне. И до этих знаний я дошла, к сожалению, под 40, то есть не знала я этого всего ни в 17, ни в 20, а вам я рассказываю. Идем дальше. Значит, что супер важное, я считаю,
вам рассказать. Перед вами слайд, где вы можете пронаблюдать некие взаимосвязи, которые я хочу вам объяснить и рассказать на позвоночник. Очень часто к нам приходят участники вот с такой формы позвоночника. Они прошли уже все, естественно, и разные корсеты, и разные даже операции у некоторых были, да, там с вставлением железных болтов и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, сколиоз как был, так он и есть. Почему может быть такой сколиоз? Я не утверждаю, что только от этого, но очень часто, тогда, когда наша плевра претерпевает изменения, то есть она фиброзируется, происходит следующее, то есть поскольку оболочка легких состоит на 90% из эластина, когда происходит воспалительный процесс и фиброзирование, то есть это по сути, ну, скажем так, больше становится коллагеновых волокон, да, то есть больше различных сшивок. И некоторые врачи рассказывают о том, что с большой степени поражения, да, когда коллагеноз уже такой произошел с легкими, то есть, ну, я не знаю, насколько корректно вообще сейчас об этом говорить в рамках этого первого урока, но легкие стоят колом. Не буду я углубляться в эту тему, они просто стоят колом. На самом деле это нежнейшая губочная такая ткань. Почему они легкие? Потому что это самые невесомые, самые такие легкие, имеется в виду органы, да, нашего тела. То есть это единственные органы, которые всплывают, скажем так, в воде. Поэтому они называются легкие. Но в момент, когда есть вот это поражение фиброза, значит, ну, кроме того, что жесткие сшивки происходят, эти сшивки, эти склейки могут, значит, оболочка легких может подклеиваться с спаечным процессом к ребрам, и уже ребро будет утягивать за собой позвонки. И вот, пожалуйста, на рентгене и в жизни вы видите сколиотическую осанку, которая на самом деле является ничем иным, как раз патологией легких, а не позвоночника. Позвоночник пострадал, но он здесь как бы заложник ситуации, понимаете, да? Таким людям никогда не помогут никакие упражнения, они будут мучиться постоянно в реабилитациях, потом приходят, рассказывают, как годы им различные упражнения давали невыносимые для них выполнять, они и так еле дышат, и так еле ходят, им все, что нужно было, это освободить хорошо легкие, но им, конечно, это не связали. Ага, есть сколиотическая осанка, значит, это сколиоз, значит, будем лечить его так, как у нас на протоколе тут написано, и как бы вот так вот все жестко в мире и происходит. Я надеюсь, это понятно. Помимо всего прочего, здесь супер важно осознать, что легкие также имеют связочный аппарат. И этим связочным аппаратом они крепятся к седьмому шейному позвонку, к шестому, как я уже говорила. И при напряжении, вспоминаем, да, это что? Мешок такой. Вот представьте себе мешок. При напряжении, например, вот нижние отделы, да, пострадали. Там была у человека двухсторонняя пневмония, например. Здесь тянулось, вот потяните себя за платье вниз, то есть, соответственно, у вас натянется и здесь. И это самая частая причина грыж в шейном отделе, как раз проблема легких и их фиброзирований. Я надеюсь, с этим понятно. Давайте, я считаю, мы можем идти уже дальше. Если какие-то вопросы, в конце мы ответим. Итак, по сколиозу разобрались, двигаемся дальше. Значит, здесь у нас между легкими и между диафрагмой также может возникать спаечный процесс, о котором я сказала вам в самом начале. Замечательная картинка, где вы наглядно можете на себе это где-то почувствовать, увидеть. Как это увидеть? Смотрите, смотрим на себя в зеркало, когда, во-первых, на курсе у вас будет мини-консультация от куратора, и вас посмотрят и в начале, и в конце курса, и подскажут вообще по вашей ситуации, да, общие механизмы, на что вам нужно обратить внимание, что с вами происходит. Но если вы меня слушаете вне рамок курса, то вот торчащие нижние ребра, вот как юбкой, когда торчат, вот, а под грудью стянуто, и даже затемнения здесь могут быть различные, и как ямочки
ямочки такие различные. И то же самое со стороны позвоночника, если сфотографировать, чаще всего у этих людей очень проблема, да, с асимметрией лопаток, то есть одна лопатка может быть втянута, другая вот таким горбом, выпуклая, различные также затемнения. И по этим затемнениям вы можете понять, где произошел у человека фиброз. Но это уже больше информация для остеопатов, для моих учеников, и они уже также по этим затемнениям могут ориентироваться. Да? Дальше, помимо всего увиденного, следующий слайд. Интереснейшая история – это межплевральная связочка, которая, конечно, здесь чисто схематически представлена, она выглядит иначе, но чтобы вам было понятно, наглядно, то есть причина воронкообразной грудной клетки, когда межплевральная связка напрягается, стягивается, и вот здесь у человека между легкими просто яма появляется в той или иной степени. И с этим тоже можно работать. Я покажу отдельную технику, как мы можем работать с этой ямой, если у вас вдруг такая история приключилась. То есть это по-другому решается только оперативно, да, к сожалению, то есть операции делают по этому поводу и пишут заключение, что ребра растут внутрь. То есть любой человек, у которого есть медицинское образование и здравый смысл, он может очень сильно напрячься от этого выражения, да, что значит ребра растут внутрь. То есть это просто удивительнейшие вещи, то есть то, что иногда приходится слышать, то есть вот же оно на поверхности. Теперь от чего это все происходит? Неужели только у тех, кто переболел ковидом? На самом деле нет. Даже просто если вы любительница загара и перележали на солнце, то есть тоже может произойти стягивание оболочек, то есть любое длительное повышение температуры тела очень опасно, когда человек лежит, вот он заболел, у него температура, он лежит, то есть температура высушивает серозную оболочку и получается склеивание. Понятно? То есть люди в основном, самые большие последствия после ковида были у тех, кто лежал, не двигался, да, кто вот так вот лег и лежал. То есть вот это как раз с ними это и произошло. То есть вот подсыхание оболочек и фиксирование. То есть, если уже так случилось, что вы не способны двигаться, настолько вам плохо, по крайней мере, постоянно переворачивайтесь и пейте большое количество воды, чтобы избежать обезвоживание. Также избегайте вот этих вылеживаний на солнце, под палящим солнцем. Это все очень негативно влияет на серозную оболочку, и вы, возможно, никогда об этом не слышали, и никогда бы в жизни это не связали, но это так. Поэтому будьте к этим вещам очень внимательны. Так, двигаемся дальше. По связке понятно, этих связок там больше, но мы не будем, да, вдаваться как бы в очень подробную анатомию, потому что мне важно, чтобы вы дослушали, и чтобы вы все связали и просто осознавали, насколько глубинная важнейшая работа вас ждет, и что на самом деле происходит, когда вы работаете с легкими, с диафрагмой, с блуждающим нервом. Значит, перед вами те артерии и те сосуды, которые питают вашу молочную железу. Я попросила свой любимый чат GPT, чтобы он именно эти сосуды оставил и не перегружал вас никакими другими значит, анатомическими схемами, просто чтобы вам было понятно, насколько это взаимосвязано. Естественно, если наша грудь недополучает питание, она не способна к развитию, не способна к развитию, к расширению, к плотности, к упругости, но, к сожалению, почему-то у современного человека настолько искажена картина мира, и он... Сейчас объясню. То есть он думает, что внешними факторами, да, какими-то мазями, кремами, какими-то специальными упражнениями для груди он может эту историю поменять, он может себе каким-то образом увеличить грудь. На самом деле грудь питается изнутри через артерии и сосуды. И чем лучше состояние этой системы, тем, соответственно, меньше у вас проблем. Я уж не буду сегодня много говорить о различных патологиях, потому что мы все знаем, что существуют такие неприятности, как мастопатия, фиброзирование.
И это есть не что иное, как нарушение кровообращения, как венозного оттока, так и артериального притока. И, соответственно, у таких женщин очень часто бывают узлы, фиброзы и так далее, которые, кстати, достаточно успешно и хорошо также проходят. Стоит только наладить кровообращение, снять тугие бюстгальтеры, убрать всю пережимающую и мешающую дышать одежду, всякие разные лямки, ремни от сумок и так далее и тому подобное. То есть все то безобразие, которое женщина привыкла на себя надевать, всю ту сбрую, да, то есть я считаю, что нужно двигаться в сторону бесшовных тканей, бесшовного белья, лучше пусть будет на размер больше, если вы уж никак не можете обойтись без лифа, и пусть он немножко болтается, чтобы вы чувствовали себя очень свободно, то есть вы делаете глубокий вдох, потом еще до вдох, и если ваш бюстгальтер вот здесь все как-то поджимает на вашем глубоком вдохе, будьте уверены, вы больше не будете в этом бюстгальтере нормально дышать, то есть вы вот все, понимаете, да, то есть ровно до ограничивающего размера вот, будет происходить экскурсия легких, а далее все, вы до конца раскрывать легкие в таком белье не сможете, и это может стать привычкой. И все, далее то, что не используется, сами понимаете, да, развиваться нормально не будет. Поэтому дыхание будет основой, такой базой, очень мощной базой на этом курсе. И дыхание очень интересное, очень необычное, местами очень глубокое, и к нему мы будем привыкать постепенно, то есть не сразу. Надеюсь, с артериями, сосудами понятно, и мыслить в сторону, что нужно каким-то специальным кремом натирать грудь для того, чтобы она росла, мы больше так не будем думать, да, если до этого вдруг такие были у вас мысли. Я бы хотела, чтобы вы были в этом плане образованы. Идем дальше, и здесь также не менее важно, может быть даже, хотя я считаю, что одинаково важна и нервная система, и кровообращение. Некоторые остеопаты выделяют кровообращение, когда самую главную, но мне сложно, честно говоря, выделить что-то главное. Я считаю, что в равной степени и без иннервации мы не совсем способны к нормальной, полноценной жизни. Что перед вами? Кроме различных нервных плетей мы видим с вами блуждающий нерв, который имеет свойство, такое неприятное свойство, поскольку вы видите, что он проходит буквально вот по легкому, да, по оболочке легкого, он двигается как бы по средостению вот вдоль оболочки легкого. И очень часто после различных воспалений залипает оболочка блуждающего нерва к оболочке легкого. И вот здесь начинаются очень большие неприятности с желудочно-кишечным трактом, которые невозможно как-то разрешить на уровне работы гастроэнтеролога, на уровне работы с какими-то медикаментами или манипуляциями в области живота. То есть можно делать вечно массаж живота, ходить к различным, там, я не знаю, висцеральная, да, остеопатия, что-то там делать с этим животом. Но если у вас залип блуждающий нерв к легким, пока вы не создадите скольжение свободное и не освободите нерв от легких, к сожалению, дело не пойдет. То же самое происходит с аортой, то же самое происходит с трахеей, все имеет свойство слипаться в неблагоприятных условиях, и это, на мой взгляд, одна из самых главных причин недомоганий, заболеваний и так далее. Все то, что происходит с нами, непонятное. Могут возразить некоторые: а вот же пневмония новорожденных, как же так, да, вроде как и не выходили из больницы, вроде как и не успевали еще чем-нибудь переболеть, а уже вот пневмония новорожденных как раз может происходить за счет различных родовых травм и фиксации в связи с этим блуждающего нерва, который нервирует большую часть
наших внутренних органов. Так что это важнейшая будет практика. Я очень долго думала над тем, как мне адаптировать остеопатическую коррекцию блуждающего нерва к самокоррекции. Это было, наверное, одной из самых сложных задач, потому что наверняка кто меня слушает сейчас, понимая, да, что вся моя система — это о самокоррекции. То есть я была больше всего в своей жизни озадачена, как можно сделать так, чтобы не нуждаться постоянно ходить к остеопатам, к различным терапевтам, потому что за свою жизнь я достаточно находилась, я устала от этого процесса, мне хотелось знать, как самой себе можно помочь. Да, я на сегодняшний день утверждаю, что почти все мы можем решить сами, если задаться целью, если очень сильно захотеть. Возможно, не на 100%, но очень существенно себе помочь мы можем даже с блуждающим нервом. Это удивительные упражнения, они очень такие будут странные, но вы сразу почувствуете себя лучше, просто сразу почувствуете себя лучше. У меня уже очень большое количество отзывов на этот счет, вот, поэтому приготовьтесь, двигаемся дальше. Так. Не так много осталось, не переживайте. Значит, здесь тоже чудесная картинка. У нас с правой стороны фиброз, а с левой стороны это чисто схематично, да, здоровое, такое розовенькое, легкое. Мне хочется, чтобы вы просто имели визуальную такую картинку перед глазами и понимание, что к чему мы стремимся, и мы хотим разлепить от слизи, вот эту от застойной слизи легочную ткань. И я хочу вас предупредить, что как только вы начнете работать по курсу, у вас начнутся вот эти все рефлексы включаться, то есть кашель будет включаться, потому что это единственный механизм, за счет которого мы можем, извините за натурализм, выкашлять все то, что где-то там залипла, та слизь, которая остаточная, могла сохраняться в ваших легких и блокировать их нормальную работу. Поэтому нужно быть просто к этому готовым и понимать, что это нормально, вы не заболели, ничего такого с вами не произошло, но вдруг среди ночи вы можете зайтись просто кашлем и начнет что-то такое выходить из легких, и это будет благоприятным процессом. Хорошо. Следующий и наверняка уже завершающий слайд, да, я хотела вам рассказать, показать и объяснить, как вообще работает механизм взаимосвязи вот бронхиального дерева и нашей челюсти, о которой я постоянно говорю, потому что я также вижу и убеждаюсь постоянно регулярно в том, что бронхиальное дерево способно через трахею стягивать нижнюю челюсть и делает это очень успешно. Поэтому такие вещи, как храп, апноэ ночное, которое тоже никак не лечится, уже вроде все упражнения сделали, все равно ничего не помогает. Это есть не что иное, как напряжение бронхиального дерева и тяга, очень сильная тяга снизу на, получается, трахею. Все это смещается, весь гортанный комплекс смещается вперед и вниз, соответственно, и челюсть смещается, и сужается дыхательный просвет. Человеку очень тяжело дышать, а он ложится, да, и у него начинают все эти ткани провисать, то есть нет уже тех архитектурных здоровых форм, ни челюсти, ни неба, ни глотки, ни гортани, ни трахеи, ни бронх, которые ранее были. И, к сожалению, такая ситуация может длиться просто всю жизнь у человека, если ему качественно не отработают легкие. Это не очень простой процесс, это не так быстро происходит, как бы нам хотелось, поэтому нужно настроиться на длительную достаточно работу над собой, если вы тот человек, который конкретно серьезно переболел какой-то двухсторонней пневмонией, какой-то тяжелый был ковид или воспаление легких или что-то такое, или постоянно, регулярно такие, то есть вы должны понимать, что вам вот хотя бы месяц, два, три нужно регулярно работать над собой, то есть это не одно упражнение, ты сделал и тебя попустило, так не будет. Итак, я надеюсь, я не слишком утомила вас в
принципе, это основное то, что я хотела вам сказать. И сейчас я просто подытожу и объясню вам, как будет проходить курс. То есть это единственный поток сейчас, который я буду вести лично. Что значит вести лично? Это значит, что я буду находиться в чате с участниками, не куратор, не мой ученик, а лично я, для того, чтобы услышать вас, да, изнутри этого процесса, посмотреть, возможно, что что-то недостает. Да. Я тот человек, который постоянно улучшает свои продукты, постоянно дозаписывает какие-то практики, исходя из каких-то жалоб, там, что что-то не хватает, а вот у меня такое, а у меня этакое, да, то есть все сразу, когда ты записываешь курс, предусмотреть невозможно. Я дала все необходимое, чтобы человек зашел и значительно улучшил свою ситуацию, разровнялся, стал лучше дышать, грудь, естественно, будет очень красиво, все замечательно будет с грудью, не переживайте, но здесь я хочу еще, чтобы вы, дорогие женщины, кто озадачен этой темой, понимали, что грудная клетка и легкие — это не все наше тело, и, естественно, без регулярной работы над собой, без того, чтобы работать со своей тазовой диафрагмой, своим регионом таза, да, работать со своими мышцами спины, если у вас большой объемный бюст, да, и очень слабое тело, очень слабые мышцы, или, может быть, уже атрофия мышц, потому что вы никогда не занимались собой, таких тоже очень много, а грудь, например, 5 размера, ну, то есть вы должны здраво оценить ситуацию и понять, если у меня такой противовес, и мне нечего противопоставить, у меня нет того сильного корсета, который способен удерживать мой 5 размер, значит, вам придется заниматься еще и мышцами спины, извините, но я, не Бог, я не могу разрешать неразрешаемые вещи, да, в рамках курса по восстановлению легких и грудной клетки. Там будут очень хорошие упражнения, но точно не со всем телом, да, не со всем регионом, поэтому мне хотелось бы здесь вас заземлить и сконцентрировать на то, чем мы будем заниматься. Итак, мы будем освобождать легкие от фиброза, это будет основа основ, то есть это будет первое, по сути, с чего мы начнем. Но прежде чем мы начнем, я вам покажу определенные технологии мышечно-фасциального релиза для самокоррекции, чтобы вы могли освободить весь регион между ребрами, чтобы вы освободили легкие со стороны спины, со стороны вот корней легких, потому что больше всего напряжения, да, в местах основного крепления. Соответственно, мы будем убирать это напряжение сначала. После этого мы будем заниматься именно расслаблением и восстановлением эластичности самой плевры. Вот, это непростое действие для самокоррекции. Я очень также долго думала, изворачивалась, как мне сделать так, чтобы самостоятельно можно было себе поправить легкие. Это было сложно, но я все же добилась успеха и здесь. Также мы будем освобождать дыхательную диафрагму, блуждающий нерв. И далее то, что мы освободили от склеек, мы будем различными технологиями раздышивать, делать больший объем, делать все возможное для того, чтобы восстановить прежний объем легких, чтобы вы могли дышать вот на своих максимальных, скажем так, ресурсах. В этот же самый момент будет меняться биохимия всего тела, потому что если человек регулярно недополучает кислорода из-за того, что у него поджатые легкие, такой человек всегда очень слабый, очень атоничный. Помимо этого, я не сказала, если у вас залипло, например, аорта и оболочка легких потянула за собой аорту, вот у такого человека будут постоянно какие-то сбои с сердцем, сердечным ритмом, с давлением, и, к сожалению, кардиолог не сильно ему поможет, потому что там очень сильная фиксация. Аорта — это тоже, по сути, мешок, да, по которому двигаются жидкости, и если там будет сдавлен этот мешок, то будет очень плохо всему телу. То есть, я хочу, чтобы вы прониклись, осознали эту глубину. То есть, чтобы у вас просто мурашки по всему телу пошли от того, что вы никогда раньше об этом так не думали. Вот о своем теле, как о чем-то таком разумном, что вот настолько все глубоко связано. И вот с сегодняшнего дня, я вас уверяю, вы на все процессы начнете смотреть по-другому. На своих сутулых детей по-другому. Вы перестанете их ругать и
может быть, как-то их пинать, чтобы они выровнялись, вы поймете, что они бедные, не могут выровняться, равно так, как не можете выровняться и вы, потому что дело не в том, что у вас слабые мышцы спины, а дело в том, что у вас очень сильно стянутые легкие и нет никакой возможности выровняться в таких условиях. Окей, понятно? Вот, и в самом конце курса у нас будут с вами очень грамотные укрепляющие упражнения, различные остеопатические, восстанавливающие длину позвоночника упражнения для того, чтобы вы очень мягко, деликатно, нежно, спокойно, без каких-либо тяжелых упражнений достигли своей трансформации, да, и внутренней, и внешней. Я вам этого всего сердца желаю, я буду вас поддерживать в чате, обязательно каждая из вас получит диагностику, консультацию по фотографиям и в начале, и в конце курса, и я придумала такую еще отдельную мотивацию, думаю, может быть, будут те участники, которые все то, что я сейчас сказала, не сочтут за мотивацию. И я решила, что я еще в конце за лучшие результаты обязательно буду вас награждать. И если вы захотите ими поделиться, то также дополнительно получите очень ценные призы лично от меня. Теперь все. Увидимся с вами уже на практиках в кабинете курса, в нашем общем чате. Большое спасибо всем за внимание, за интерес курса. Если есть вопросы, лично ваши вопросы, пожалуйста, сделайте скрин и отправьте мне в директ. Я вам лично голосом отвечу на ваш вопрос. Сделайте, пожалуйста, скрины, потому что я не могу сейчас в рамках этого эфира каждому индивидуально отвечать. И с удовольствием это сделаю уже завтра в директе, куда вы мне и пришлете эти скрины. Договорились с вами. Я надеюсь, было интересно. Читаю, интересно, вроде как. Такое количество поддержки и сердечек. Большое спасибо. Что я хочу еще сказать. Все те, кто у меня занимается в комплексном лектории, пожалуйста, успокойтесь и не терроризируйте меня. В лектории комплексном есть все, в том числе работа с легкими, в том числе работа с челюстью, с черепом, со всем телом. Ради бога, занимайтесь в лектории, не надо вам 10 тысяч кабинетов, в которых вы запутаетесь и не сможете выполнять ничего. Просто успокойтесь и работайте. То же самое касается большого курса «Эксперт профессионального». Точно так же мы о вас побеспокоились, поверьте, и у вас есть эти упражнения. Так что просто расслабьтесь, наслаждайтесь жизнью. Все, кто занимается в академии, кто не занимается, вы можете сегодня присоединиться к курсу восстановления легких и грудной клетки и испытать на себе все радости преображения. Пожалуйста, сайт у меня в шапке профиля, я надеюсь, несложно найти. Курс одноименный, так и называется «Восстановление легких и грудной клетки». С любовью к вам, Елена Гундорчин. До новых встреч!